«Зеленые дети Вулпита». Жил да был в XII веке в Англии, в Йоркшире, историк и католический священник Уильям из Ньюбурга, который оставил в наследие написанную на латыни книгу «Historia Rerum Anglicarum», попросту говоря, «История Англии» или «История дел, творящихся в Англии». Чего там только нет. Живые мертвецы, зеленые дети из другого мира. Зеленые дети? Уильям пишет, говоря о временах короля Стивена, а это, упрощенно говоря, первая половина XII столетия. Не следует также упускать из виду неслыханное с древних времен чудесное явление, которое, как известно, произошло в Англии при короле Стивене. И долгое время я колебался относительно этого, хотя многие утверждали обратное, и мне казалось нелепым принимать на веру нечто либо вовсе лишенное смысла, либо скрывающее в себе глубочайший замысел. Но под тяжестью столь многочисленных и столь значительных свидетелей я был настолько подавлен, что вынужден был поверить и изумиться тому, что никакими силами разума я не могу ни постичь, ни объяснить. Есть в Восточной Англии поселение, находящееся, как говорят, в 4 или 5 милях от знаменитого монастыря святого короля и мученика Эдмунда. Возле этого поселения видны некие древнейшие рвы, которые на английском языке называются wolf pits, то есть волчьи ямы, и от них поселение получило свое название. Из этих рвов во время жатвы, когда жнецы были заняты сбором урожая в полях, вышли 2 детей, мальчик и девочка. Все их тело было зеленого цвета, они имели необычную окраску и были одеты в одежды из неизвестного материала. Когда они, потрясенные, блуждали по полю, их поймали жнецы и отвели в деревню. Многие люди сходились, чтобы увидеть столь невиданное явление, и детей несколько дней держали без пищи. Дети несколько дней оставались без пищи. Но почему? Но когда они были уже на грани истощения от голода и, несмотря на предлагаемые им разные продукты, ничего не ели, случилось так, что с поля принесли бобы. Дети тут же схватили их и пытались найти зерна внутри стручков. Не найдя их в пустых оболочках, они горько заплакали. Тогда один из присутствующих извлек зерна из стручков и подал им, и они сразу же с радостью их съели. Этой пищей они питались несколько месяцев, пока не привыкли к хлебу. Наконец, постепенно, по мере того, как привычная нам пища взяла верх, их цвет изменился, и они стали похожи на нас. Они также научились говорить на нашем языке. Мудрые люди сочли нужным, чтобы они приняли таинство святого крещения, и так и было сделано. Однако мальчик, который казался младшим, вскоре после крещения умер преждевременной смертью. Девочка же осталась жива и ничем не отличалась от женщин нашего народа. Говорят, что позже она вышла замуж в Линне и еще несколько лет назад была жива. Итак, когда они уже научились говорить на нашем языке и их спросили, кто они и откуда пришли, они, как передают, ответили: «Мы люди из земли святого Мартина, который в нашей родной стране пользуется особым почитанием». Когда их далее спросили, где находится эта земля и как они оттуда сюда попали, они сказали: «Мы этого не знаем. Помним только, что однажды, когда мы пасли скот нашего отца в поле,
услышали громкий звук, похожий на тот, который мы теперь слышим в аббатстве святого Эдмунда, когда звонят колокола. И когда мы, пораженные, сосредоточились на этом звуке, внезапно, будто бы впав в некое оцепенение, мы оказались среди вас, на поле, где вы убирали урожай. На вопрос, верят ли в их стране во Христа и встает ли там солнце, они ответили, что их земля христианская и в ней есть церкви. Но затем добавили: однако у нас солнце не восходит, и его лучи не освещают нашу землю. Мы довольствуемся лишь той слабой ясностью, которая у вас либо предшествует восходу солнца, либо следует за его закатом. Кроме того, недалеко от нашей земли мы видели другую, сияющую, но между ними протекает очень широкая река. Говорят, что они отвечали также и на многие другие вопросы, но пересказывать их все было бы слишком долго. Пусть каждый говорит и рассуждает об этом, как пожелает, но я не считаю за труд поведать о столь необычном и удивительном событии. Заключает Уильям из Ньюборга, и я раздражен, я в гневе, ибо, по его словам, дети отвечали на другие вопросы, но, видите ли, пересказывать их было бы слишком долго. Хорошо, но хронист упоминал о многочисленных и значительных свидетелях. Напомню, но под тяжестью столь многочисленных и столь значительных свидетелей я был настолько подавлен, что вынужден был поверить и изумиться тому, чего никакими силами разума я не могу ни постичь, ни объяснить. Должны быть еще источники, и многочисленные, и значительные. Увы, до наших дней дошел всего один. Это Ральф из Коксхолла, или Ральф Коксхоллский, живший на стыке XII-XIII веков монах, а впоследствии настоятель Коксхоллского аббатства, один из авторов летописи «Хроникон Англиканум». По состоянию здоровья и вопреки желанию монахов он отошел от управления аббатством и занялся продолжением хроникона, добавляя туда выписки да свой материал. Поэтому книгу и связывают с именем Ральфа. В хронике, тоже насыщенной паранормальными явлениями, сообщается под заголовком «О мальчике и девочке, появившихся из земли». «De quodam puero et puella de terra emergentibus». Другое чудесное событие, похожее на предыдущее, произошло в Саффолке, в селении Святой Марии де Вулпиц. Примечание. В селении Вулпиц была и есть приходская церковь Девы Марии. Жителями того места был найден мальчик с сестрой возле края одной ямы. Их телосложение было таким же, как у обычных людей, но цвет кожи отличал их от всех смертных, населяющих наш мир. Вся поверхность их кожи была окрашена в зеленый цвет, никто не мог понять их речи. Они были приведены в дом некоего рыцаря, господина Ричарда де Кална, в деревне Уикс. Из-за потрясения они горько плакали. Им предложили хлеб и другую пищу, но они отказывались есть любую еду, которая им предлагалась, хотя страдали от длительного голода. Они считали всю такую пищу несъедобной, как позже призналась девочка. Наконец, когда в дом принесли свежесрезанные бобы вместе со стеблями, дети с большой жадностью дали понять, что хотят их попробовать. Когда им их подали, они начали разламывать стебли, а не сами стручки, полагая, что бобы находятся внутри стеблей. Но, не найдя там бобов, снова начали плакать. Тогда присутствующие это заметили, раскрыли
стручки и показали им сами бобы. Увидев их, дети с большой радостью начали есть, не притрагиваясь ни к какой другой пище в течение долгого времени. Мальчик, однако, всегда выглядел болезненным и вскоре скончался. Девочка же продолжала оставаться здоровой, постепенно привыкла к обычной пище и полностью утратила свой зеленый цвет, приобретя нормальный телесный оттенок. Позже она была крещена и, как мы часто слышали от самого рыцаря и его слуг, долгое время жила в его доме, отличаясь чрезмерной распущенностью и дерзостью. Когда ее неоднократно расспрашивали о людях ее родины, она утверждала, что все жители и все, что находится в той стране, было окрашено в зеленый цвет. Также она говорила, что они не видели солнца, но наслаждались неким мягким сиянием, похожим на тот свет, который остается после захода солнца. Когда ее спросили, как она вместе с вышеупомянутым мальчиком попала в эту страну, она ответила, что, следуя за скотом, они забрели в какую-то пещеру. Войдя в нее, они услышали приятный звон колоколов и, очарованные сладостью этого звука, долго блуждали по пещере, пока не достигли ее выхода. Когда они вышли оттуда, ослепляющая яркость солнца и непривычная мягкость воздуха привели их в такое изумление и оцепенение, что они долго лежали у выхода из пещеры, словно без чувств. Когда же их потревожили проходившие мимо люди, они испугались и попытались убежать, но не смогли снова найти вход в пещеру, пока их не схватили. Что же, два несколько различающихся, однако в целом не противоречащих друг другу варианта одной истории. Отмечу, что хрониста Ральфа отличала скрупулезность в переносе заимствований в хронику. Он переписывал как есть, сохраняя и стиль речи, но я не знаю его источник. У Ральфа нет точной датировки, однако автор текста этого отрывка хроники слышал историю от самого рыцаря Ричарда и его слуг. Что за дети такие? С виду обычные дети, но в странной одежде и зеленые. Про их исходную диету рассуждать не берусь. В своем мире они пасли скот своего отца. Как описывают зеленые дети свой мир? Все зеленое, все зеленые. Некая сельская местность с пещерой. Через реку от места жительства детей некая сияющая земля. Что за сияние? Большого населенного пункта или какой иной природы сияния, непонятно. Солнца в их мире не видно. Все освещается неким мягким сиянием, похожим на тот свет, который остается после захода солнца. Воздух в том мире, вероятно, по составу похож на наш, поскольку дети дышали и на родине, и в Англии, в Саффолке, но на выходе сюда детей удивила непривычная мягкость воздуха, а также яркое солнце. В рассказе от Ральфа дети входят в пещеру, слышат в ней чудесный звук, подобный колокольному, и выходят из пещеры уже поблизости Вулпита. У Вильяма же пещера не описана, просто дети услышали звук, оцепенели, потом появились в нашем мире, в поле, где работали крестьяне. Мальчик умирает в обоих вариантах. Девочка вырастает и ничем вроде больше не отличается от людей, а по Вильяму вышла замуж в Линне и еще несколько лет назад была жива. Несколько лет относительно времени, когда Вильям писал свою хронику. Уильям жил в 1136-1198 годах, а король Стивен родился в 1092 и умер в 1154.
Следовательно, девочка была современницей Уильяма, а вот летописец Ральф жил несколько позже, но тоже примыкал к тому же времени. А рыцарь рассказал историю о детях тому своему современнику, который служил источником для Ральфа, если не самому Ральфу. Аббатство Ральфа было всего в 25 милях от Вулпита. По Ральфу девочка долгое время жила в доме рыцаря. До смерти ли, или до замужества в Лине, или еще что, непонятно. И Ральф слышал про эту зеленую девочку от самого рыцаря и его слуг. Однако сам уже, выходит, эту повзрослевшую девочку не застал. Значит, Ральф общался с рыцарем Ричардом и слугами после того, как, условно говоря, девочка покинула дом рыцаря по тем или иным причинам. Что за рыцарь? Реальный ли человек? Местные и внешние для Вулпита краеведы пишут, что имение сэра Ричарда де Кална с домом было в Викс-Холл около Бардвелла на расстоянии 6 миль. От Вулпита до самого Бардвелла 8 миль. Итак, рыцарь вполне местный, и в книге «Children from the Sky» астроном, уфолог и писатель Данкан Ланнан называет место, где жил этот Ричард, Пекинхэм, и приводит генеалогическое древо Ричарда де Калны, откуда узнаем годы жизни рыцаря 1116 по 1189. Король же Стивен, при котором все происходило, правил с 1135 по 1154, что и будем считать диапазоном лет, в которые случилась история с появлением зеленых детей из земли. А Ральф умер в 1227 году, так что вполне мог общаться с рыцарем лично и слышать историю от него. В селении Вулпит и окрестностях живет ныне около 2000 человек. Из старины уцелела церковь X века Девы Марии, да окирпиченный выход источника Ladies Well, вода коего, как считалось в старину, исцеляла глазные болезни. Про зеленых детей напоминает табличка, висящая у въезда в селение. Да, глухая молва, весьма туманная даже среди местных, что до сих пор здесь живут потомки зеленой девочки. Thank you.